Доброго времени суток! В центре нашего города находится очень много заброшенных многоквартирных домов. С внешней стороны кажется, как будто бы они жилые, однако людей здесь не было очень давно. Некоторые из них внутри полностью пустые, и здесь все давно зачищено строителями. Но встречаются и такие, где попадаются интересные находки. И квартиры, дошедшие до наших дней почти в первозданном виде, где оставлены вещи людей, которые здесь когда-то жили, а также где работает электричество. Это видео получилось довольно долгим и атмосферным, поэтому присаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Доброго времени суток! Сегодня я решил прогуляться по заброшенным многоквартирным домам в центре нашего города. Многие из них пустые и не представляют из себя ничего интересного, но есть и такие, где многое осталось до сих пор. Первая локация. Я попал в такой двор-колодец. И сейчас попробую попасть внутрь здания. Возможно, тут есть сигнализация, я здесь первый раз, поэтому нужно очень аккуратно пройти вот туда наверх. На двери наклейка охранников, но сигнализации здесь не вижу. Попробуем пройти наверх и посмотреть, что там интересного. Второй этаж. Тут полностью пустые помещения, и все квартиры были зачищены, и, возможно, тут хотели делать ремонт, но я в этом не уверен. Да, видите, тут хотели делать ремонт, но, видимо, что-то пошло не так. Попробуем подняться выше и посмотреть, что там. Наклейка о том, что объект охраняют. Но наклейка, судя по всему, старая, потому что телефон начинается с 7. Сейчас таких телефонных номеров уже нету. Пульт от охранной системы. Но, судя по всему, уже не рабочий. Наверху висит датчик. Даже не знаю, стоит ли туда идти. Я решил не идти на тот этаж, где была сигнализация, потому что если она сработает, мне придется отсюда быстро вылезать, и я не смогу вам показать это здание. Лучше я попробую подняться наверх. Кстати, смотрите, какая красивая лестница. Действительно очень красиво. Но эти квартиры, судя по всему, пустые. А вот это крыло здания более интересное, но не на этом этаже. Я дошел до последнего этажа, и тут есть несколько интересных квартир. На входе в квартиру стоит стол, валяется унитаз, и на лестнице очень-очень много мусора. Ходя по таким домам, надо быть очень аккуратным, потому что здесь такие дыры в полу, можно в них провалиться. А высота там довольно большая. И пол здесь полностью прогнил. Куча всякого хлама. И вот такая заброшенная квартира. Дверь, печка, полки. Судя по всему, здесь или кто-то зачищал это помещение из строителей, или тут были какие-то вандалы и мародеры, кто здесь рылся в поиске чего-то ценного. Старый телевизор.
и DVD-проигрыватель, если не ошибаюсь. Еще одна квартира, где что-то осталось, но здесь тоже царит бардак. Печка, потому что все старые дома были с печным отоплением. Диван с кучей вещей. Коробка с дверными замками. Довольно интересно. И множество вещей на полках. Куча всего на полу, какие-то канистры. Я думаю, здесь тоже хотели делать ремонт, но что-то пошло не по плану. Еще одна комната. Старый холодильник. Батареи на местах, потому что это место охраняется, и сюда не так легко попасть. Извиняюсь за свой кашель. Здесь просто очень пыльно и тяжело дышать этим всем. Сода, газеты старые, куча всякой мебели. В общем-то говоря, помимо тех двух квартир на последнем этаже, здание не представляет из себя ничего особо интересного. Еще здесь очень прикольная архитектура и красивые виды. Но напоследок я решил зайти на этот этаж, где висели датчики. Я надеюсь, что эта сигнализация уже не работающая. Ну что ж, ребята, момент истины. И датчик не работает. Здесь, в принципе, ничего особо интересного. Такое помещение. Много разных книг. Чьи-то ботинки. Еще книги. Каска строительная. Ленин. Эти все книги похожи о Ленине. Целый сборник книг о нем. Наверное, они тут еще со времен Советского Союза. Очень красивый камин, которым уже очень давно никто не пользовался. И вот такое вот помещение. Стол, стулья, бутылка от колы. Кстати, старого образца. Сейчас такие уже не делают. И пластинки с какой-то немецкой музыкой, судя по всему. На выходе из здания встретил еще такие интересные помещения. Но здесь тоже все пусто. Ванная, сохранившаяся с советских времен. И какая-то комнатка. Какие-то строительные материалы. Судя по всему, это здание хотели реконструировать, как я и говорил. Но что-то пошло не так. Еще одно интересное помещение. Какая-то кружка, коробки. Ванная, где висит чья-то одежда. Чьи-то штаны. И советская ванная. Под ногами валяется куча хлама. И довольно проблематично ходить. Какой-то старый холодильник, наверное.
И стол со всякой всячиной. А здесь уже пусто. Даже чья-то зубная щетка осталась. Кстати говоря, тут есть электричество, и здесь работает свет, который загорается, когда проходишь мимо. Работающие электрощитки. Возможно, часть здания действующая. И еще один подъезд. Здесь тоже работает свет. Вот я и попал в следующий заброшенный многоквартирный дом. И здесь такой вот подъезд. Почтовый ящик, куда жителям нужно было складывать показания о том, сколько они потребили электричества ежемесячно. Старые почтовые ящики. Кстати говоря, по-моему, если не ошибаюсь, тут было 12 квартир. На весь дом 12 квартир. Кстати, довольно свежая штука для того, чтобы чистить пыль. А вот это спуск в погреб. Лестница очень сильно обрушилась, поэтому тут нужно быть очень осторожным. Какие-то помещения, но полностью пустые. Я думаю, тут вряд ли будет что-то интересное. Такая паутина. Да, я думаю, здесь уже давно никого не было. И дальше такой проход. Я думаю, у каждой квартиры в этом подвале было свое небольшое помещение, погреб, где люди могли хранить свои вещи или продукты питания. Двери в квартиры на первом этаже все закрыты. Причем видно, что кто-то уже хотел сломать замок. Эту дверь тоже. Ее ковыряли, но открыть не смогли. Советские лыжи. Очень старые деревянные лыжи. Интересно, что они здесь делают. В прихожей заброшенного дома. Пластинки лежат прямо на лестничной клетке. Вот это двери в квартиры. Но здесь, судя по всему, все пусто. Старый туалет и какой-то мусорник, что ли. И все под слоем паутины. Довольно интересная комнатка. Такая вот печь. Довольно красивая. С интересным узором. Я подозреваю, возможно, это даже все была ручная работа. Лежат какие-то вещи. Тарелки, посуда. И красивая картина на стене. А так на этом этаже все пусто. Снизу раздавались какие-то странные звуки. Но я очень сильно надеюсь, что это ветер. Потому что здесь находиться довольно опасно, так как в соседних домах живут люди. Они могут увидеть свет в окнах заброшенного дома. Или сами прийти сюда, или вызвать полицию. Какая-то мебель. Ящик с какими-то деталями. Зеркало. Этот этаж уже поинтереснее. Какая-то бытовая техника.
А в этой комнате царит беспорядок. Мне почему-то кажется, что тут кто-то, возможно, начал делать ремонт. Потому что здесь очень много строительных материалов, всяких инструментов, трубы валяются. Советская ванная. Вот это когда-то была кухня. Здесь до сих пор осталась старая плита. Не написано какой марки. И какой-то бачок большой. Кладовая, где хранили еду. Здесь в комнате очень много всякой разной мебели, причем довольно современной. Матрасы. Такая же печка, как была на этаже ниже. Столы. Диван. Судя по всему, действительно здесь кто-то решил сделать ремонт. Старый советский туалет со времен СССР. Поднялся на этаж выше. Здесь картина довольно печальная. Все квартиры пустые. Обои отходят от сырости. И тут уже не так интересно. Опа. Пианино. Пианино В. Струве. Это пианино, которое сделал какой-то немецкий мастер. Но оно в довольно печальном состоянии. Интересно, работает или нет? Обалдеть. Несмотря на то, что оно здесь давно стоит никому не нужным, оно до сих пор работает. Раньше делали вещи на совесть. Не то, что сейчас. Поднялся на этаж выше. Это уже последний этаж. И здесь тоже есть туалет. Только попробуй открыть или закрыть двери. И нарисован код. Такой плакатик. И старый туалет. Если на нижнем этаже он был в зеленом стиле, то этот в синем. Кстати, я довольно редко встречаю в заброшенных квартирах унитазы не белого цвета, а другого. Видимо, здесь жили люди со вкусом. Здесь все квартиры пустые. И смотреть особо нечего. Поэтому пока меня не заметили, поскольку это довольно опасное место, я буду отсюда вылезать и направляться на следующую, более интересную локацию. Заключительный заброшенный дом на сегодня. Такая дверь, подъезд, почтовые ящики. Всего лишь на 5-6 квартир. И лестница наверх. Этот заброшенный дом, он полностью пустой. Здесь все вывезено, все вычищено. За исключением одной квартиры, которая очень хорошо сохранилась и выглядит действительно достойно. Все этажи внутри полностью пустые. Здесь даже убрали пол, демонтировали. И зачистили все, что здесь было. Лестница вся в пыли. Какая-то ваза стоит. А вот и
Та самая заброшенная квартира, дошедшая до наших дней в очень хорошем состоянии. Двери открыты нараспашку. Гладильная доска валяется под ногами. А это, судя по всему, была кухня. Ванная, засыпанная всяким мусором. Коробка от телевизора. И все осталось на своих местах. Скамейка, стол, стаканчики, другая посуда. Даже какие-то цветы тут остались. Вот это да. Плита и старая раковина, покрытая ржавчиной. Какие-то тряпки. Кладовка, в которой стоит холодильник. И еще всякая всячина. Судя по всему, тут побывали мародеры, потому что в холодильнике отсутствует мотор. И чугунные батареи, которые должны были здесь быть, они спилены, и их нету. Лестница наверх, там была антресоль, и там хранили всякие вещи. Одна из комнат. Возможно, здесь была гостиная. Все в пыли. И тут очень давно никого не было. Печка. Как я и говорил, все старинные дома в центре Риги были с печным отоплением. Диван, телевизор и всякие книжки. Смотрите, какой огромный слон или кто это сидит тут на кресле. Книжки, шахматы или шашки, рюмочки. Очень много всего. Спички, кстати, довольно новые. Дверной замок. Кстати говоря, все шашки на своих местах. И все осталось на месте. И шахматное полотно или шашечное. Сложно сказать, я не очень сильно разбираюсь, но мне кажется, это были одновременно и шашки, и шахматы. Хотя я могу в этом ошибаться. Переносной обогреватель и ящик с различными дисками. Не знаю, это были мультики или компьютерные игры, но тут их очень много. Возможно, это были даже диски с песнями. Это, скорее всего, была какая-то танцевальная музыка. Возможно, кто-то из вас знает. Тут есть какие-то популярные группы исполнителей. Какие-то популярные старые мультфильмы. Я это все еще не застал в своем детстве. А у кого-то из вас, возможно, эти диски вызовут ностальгию. Очень-очень много всего, целая коробка. Андрей Губин. Да, скорее всего, эти все диски просто с музыкой. А вот какой-то диск про что-то связанное с центром наркологии. Возможно, здесь жили зависимые люди. Да, это вся коробка с музыкальными дисками. И их тут действительно очень много. Еще одна довольно интересная комнатка.
Такой большой шкаф почти на всю комнату. Люстра. Еще один обогреватель переносной. Очень много всяких разных книг. Их действительно тут очень много. Но книги в основном все на латышском языке. Очень много всякой всячины. Смотрите, какой Дед Мороз. Прикольный. И еще очень много различных книг. Сега. А вот это вот такая старая игровая приставка, что-то наподобие PlayStation, возможно, сейчас Sega. Я, честно говоря, ее не застал в детстве, не знаю, как она работает, как ей пользоваться. Но это была очень крутая вещь, я знаю, которая, возможно, у многих из вас вызовет ностальгию. Здесь даже остался букет цветов. Судя по тому, что цветы не завяли, букет искусственный. Бокал с какой-то жидкостью. Интересно, что это может быть. Похоже на что-то спиртное. Вполне возможно, что сюда кто-то залезает. Побухать. Хорошо провести время. Потому что в пепельнице лежат окурки. И, кстати, довольно свежая бутылка. Тоже от какого-то алкоголя. Продолжение той же самой квартиры. Когда-то она была под сигнализацией. Здесь даже остался пульт. Но весь разломанный. А вот там наверху, судя по всему, был датчик на движение. На полу очень много всякого мусора. Комната, в которой стоит диван, и которая вся покрыта мусором. Обалдеть. Вот это да. Как будто тут до сих пор кто-то живет. Посмотрите на эти диваны, на эту кровать, на этот стол. Несмотря на то, что все в мусоре, создается впечатление, как будто кто-то ушел отсюда только вчера. Старый телевизор Philips. Шкафы внутри пустые. Какая-то очень интересная старая бочка. Всякие различные украшения, кувшин, кружка, какие-то лекарства. А, витамин D, смотрите. Нашел витамин D в каплях. Еще одни искусственные цветы. О, уточка. И очень много книг на латышском языке. Какой-то диплом или сертификат. Если не ошибаюсь, это сертификат о том, что, возможно, хозяйка этой квартиры, которая раньше тут жила, прыгнула с парашютом с высоты 700 метров первый раз в жизни. В Цетисе в 2000 году. То есть это произошло 22 года назад. Представляете? Коробка такая с сердечком, но внутри пустая. Бутылка от алкоголя тоже пустая. Очень прикольные часы, кстати. Такая же печка, в которую нужно было подкладывать дрова для отопления этой квартиры. Шкаф, кровати, старый утюг и очень много всего. На столе
лежат окурки и очень много спичек. Судя по всему, сюда действительно кто-то приходит, чтобы хорошо провести время. На кровати валяется оборванный удлинитель, ножовка. Карта мира. Возможно, хозяйка этого дома любила путешествовать и вести активный образ жизни, если она прыгала с парашютом. В общем, на этом наше видео подходит к концу. Спасибо всем, кто меня смотрел. Надеюсь, вам понравилось это видео. Я постарался вам показать разные заброшенные квартиры в Риге, начиная от тех, где ничего не осталось, и заканчивая теми, где есть действительно что-то стоящее и интересное. Всем удачи, спасибо за просмотр и до новых видео.